Добрый день! Вы на канале Family Is. С вами Елена Кольная-Данилюк, и сегодня мы будем говорить на очень важную тему, что никогда нельзя скрывать от наших детей. Я знаю очень много семей, в которых принято не рассказывать ребенку достаточно важные вещи. И как психотерапевт вижу очень много взрослых, которые страдают во взрослой своей уже, иногда уже достаточно зрелой жизни от семейных так званых тайн и секретов. Потому что в взаимоотношениях в семье самое важное – это честность и открытость. И да, безусловно, всегда нужно учитывать возраст ребенка. И если ребенку 2 года, если он маленький, 7-8 лет, ему не надо рассказывать во всех красках и всю правду жизни. Но то, что ребенок должен понимать, что в семье происходит, и почему родители грустные, или почему случаются те или иные ситуации, он должен учиться правильно реагировать, он должен учиться на примере родителей правильно воспринимать жизненные ситуации и какие-либо удары, и видеть, как с ними обходятся. Еще очень важно знать, что каждая тайна, каждый семейный секрет скрывает за собой ту или иную эмоцию. И зачастую, если мы не рассказываем детям об этом, то это не самые хорошие эмоции. Это страх, это стыд, это боль, это гнев, это отчаяние. И когда мы скрываем какую-либо эмоцию, наши детки ее проявляют. И вот это вот чувство иногда, которое идет с человеком по жизни, чувство, что ему есть чего стыдиться, чувство небезопасности, что ему есть чего бояться, чувство недоверия по отношению к другим людям. Особенно часто это бывает чувство недоверия по отношению к противоположному полу, если в семье были те или иные ситуации, о которых детям считалось, что не следует знать, и никогда это не обсуждалось. И вот эти вот эмоции, эти чувства – это то, что потом человек несет неосознанно по своей жизни. И поэтому очень важно знать хотя бы основные вещи, которые никогда не стоит скрывать от наших детей. Сегодня мы об этом и поговорим. Первая вещь, которую не стоит скрывать от деток, это о смерти близких людей. Я знаю даже на своем примере, что когда происходили определенные события, смерть бабушки или дедушки, мне не всегда об этом говорили, и я узнавала иногда это для себя как шок через какое-то определенное время. И это достаточно трудно, когда ты понимаешь, что все вокруг плачут, что что-то происходит, что почему-то вдруг стала бабушка грустная, или вдруг почему-то мама плачет, но никто ничего тебе не говорит. И когда ты спрашиваешь, что случилось, тебе говорят, что иди в свою комнату, поиграй, с тобой потом поговорят. И вот это вот ощущение, когда ты как будто тебя исключили из семейной системы, когда ты не понимаешь, почему близким плохо, что происходит у тебя. Вот это ощущение неизвестности, ощущение того, что что-то происходит, но тебе пытаются улыбаться, и ты чувствуешь, что что-то происходит, но тебе не подтверждают твои чувства, оно на самом деле во взрослой жизни приводит к очень многим даже личностным расстройствам. Потому что для ребенка его формирование «я» идет через обратное «я». Знаете, для того, чтобы узнать свое «я» находится в другом «я». Мы должны увидеть реакцию другого человека, подтверждение того, что то, что мы чувствуем, то, что мы знаем, то, что мы себя представляем, другой это видит, слышит, и это все правда. И когда мы чувствуем одно, а другие люди нам пытаются сказать, что все хорошо, и демонстрируют другое, у нас возникает ощущение, что со мной что-то не так. И вот это вот ощущение, что со мной что-то не так, я не знаю, кто я не знаю, правильно ли я чувствую, правильно ли я воспринимаю этот мир, правильно ли я вижу то, что происходит. Потом приводит к очень достаточно плачевным ситуациям во взрослой жизни, когда люди не доверяют себе, когда они постоянно в сомнениях, когда у них очень резкие скачки, перепады настроения, когда они безумно зависят от других людей. Поэтому ребенку очень важно, в зависимости от его уровня, на его возрастном уровне, рассказать, что ты знаешь, вот мне сейчас очень грустно, потому что так случилось, вот там умер такой-то там близкий человек, да, и он начнет, естественно, задавать вопросы, и в зависимости от того, во что вы верите, как вы себе представляете, можно объяснить ребенку, что я верю в то, что сейчас она находится, допустим, там, у нее все хорошо, я верю в это, или я верю в то, я верю, что, допустим, мы будем молиться, и теперь этот человек стал нашим ангелом-хранителем. Очень важно ребенку объяснять это, очень важно показывать, как вы переживаете достойно какие-то потери, очень важно делиться своими эмоциями, потому что
страх смерти на самом деле это один из основных страхов в жизни человека. И если от ребенка постоянно это скрывали, то этот страх будет лишь усиливаться, потому что у него будет ощущение, что что-то вот такое страшное в этом есть, о чем даже говорить нельзя. Поэтому, как бы нам тяжело не было, в этот момент мы должны принять позицию взрослого и помнить, что мы ответственны за этого маленького человека. И на том уровне, на котором мы можем объяснить ему свои чувства, свою боль, сказать, что ты ни в чем не виноват, не беспокойся, мне просто грустно, я грущу, я знаю, что тебе может быть тоже грустно, мы можем погрустить с тобой вместе, можем вспомнить что-то самое хорошее. Вот эта вот культура обхождения с горем, она очень важна в жизни каждого человека. И задача родителей – передать это ребенку, помочь ему справиться с его эмоциями, конечно же, тем самым ощущая, что нам нужно в первую очередь уметь справляться со своими эмоциями. И вот тут-то и заключается этот момент, когда при появлении детей мы волей-неволей становимся еще лучше, мы учимся справляться с какими-то трудностями еще более продуктивно, еще становимся более сильными, потому что нам в первую очередь мы несем ответственность за наших деток. И то, какой пример они видят в нас, они это несут с собой по жизни. Вторая семейная тайна, которую ни в коем случае нельзя скрывать от детей. И на самом деле это одна из самых распространенных тайн. Обычно она касается чувства стыда, чувства страха. Это когда в семье происходят какие-либо вещи с одним из членов семьи, не очень лицеприятные, да? Какие-то поступки одного из членов семьи, или какие-то действия, или какие-то пагубные привычки одного из членов семьи. И этого члена семьи как будто исключают из семейной системы. Если, допустим, кто-то страдал алкоголизмом, да, или у кого-то были какие-то тяжелые ситуации с законом, кто-то сидел в тюрьме, или случаи суицида, какие-то вот такие вот вещи, когда в семье была сильная травма, и об этом стараются не говорить. Но как бы мы ни хотели, как бы мы ни скрывали, мы все равно будем в своих действиях, своих взглядах, своими движениями это все проявлять. И будет вот ощущение какой-то, знаете, такой семейной большой тайны, под запретом то, что... А все, что под запретом, естественно, это все, как бы тайный плод, он всегда сладок. И ребенок будет стараться эту тайну открыть. Мало того, отношения из доверительных и настоящих в семье меняются, и семейная система меняется. Становятся абсолютно другие роли. Да? Вот есть тайна, есть хранитель тайны, есть те, кто не могут эту тайну узнать. И от этого взаимоотношения в семье очень сильно страдают. И хотим мы этого или не хотим, но наши дети будут стараться проявлять именно те негативные качества тех членов семьи, которых мы удалили из этой семейной системы. Поэтому намного лучше, если у нас были какие-то нелицеприятные ситуации в семье с одним из родственников, чтобы дети знали об этом, чтобы они понимали, какую боль это принесло, как плохо это было, чтобы они знали, что, как справляться с такими ситуациями, потому что то, что этот член семьи является их родственником, это уже факт. И от того, что мы будем скрывать это от ребенка, мы ни в коем случае его не убережем от этого. Мы, наоборот, заставим его подсознательно проявлять эти качества и добиваться вот того, чтобы эта тайна стала раскрытой. И потом очень часто в сердцах люди говорят: вот, ты как будто вот стал похож там на своего дядю, который там наркотики употреблял, да, или там ты как свой отец себя ведешь, о котором все вроде забыли, его удалили, как будто его не было, чтобы ничего не связывало. Но намного правильная ситуация – это объяснить ребенку, что да, была такая ситуация в нашей семье, было такое событие, и ты должен знать, насколько это вот было тяжело для нас, для всех, насколько этому человеку было тяжело, и нам, и ребенок должен понимать причины следствия и должен понимать вообще, к чему ведут определенные ситуации. Потому что, вот опять же таки, все эти чувства недосказанности, они формируют другое мировосприятие. И вот это ощущение постоянной тревоги, что что-то от меня скрывает, что я чего-то не знаю, что нет к чему-то доступа, оно формирует тревожное состояние внутри, оно формирует тягу именно к тем вещам, которые были скрыты.
и ни к чему хорошему не приводит. Но в первую очередь для того, чтобы об этом рассказать, взрослый должен справиться с этой ситуацией самостоятельно, потому что семейная тайна возникает там, где были непереработанные эмоции, где произошла какая-то ситуация, с которой взрослые справиться не смогли. И они прибегли к избеганию, исключить эту ситуацию из своей жизни. А все, что исключено, оно все проявляется с двойной силой в наших детях. Поэтому вот это как раз тот момент, если мы знаем, что у нас в семье есть такая ситуация, когда нам стоит обратиться к психотерапевту, когда нам стоит поработать над собой, когда нам стоит сначала сформировать свое собственное отношение здоровое к этой ситуации, принять эту ситуацию, понять, что да, она есть, сформировать, понять, что мы живем в мире, где возможно все, и нет каких-то вещей, от которых был бы застрахован кто-либо из нас, и потом вот с этой позиции уже доносить это нашим детям. Третий момент. И на самом деле это один из самых острых моментов. Он касается того, когда ребенок был приемным. И очень часто родители, особенно когда усыновили маленького совсем ребенка, они ему не рассказывают об этой ситуации. И вот эта вот тайна того, что они не настоящие родители, она хранится в их понимании. И вот эта вот тайна того, что ребенок приемный, она хранится под 7 замками в семье, и считается, что ребенок должен никогда там, во имя своего блага об этом не узнать. Но на самом деле очень важно, чтобы с возраста у ребенка формировалось нормальное отношение к этому. И тогда вероятность того, что отношения с родителями будут лучше и будут более доверительными и будут чище, намного больше. Потому что, вы знаете, я практически не знаю ни одного случая, когда бы ребенка усыновили и до конца жизни удалось бы сохранить эту тайну в секрете. И когда уже в взрослом возрасте ребенок узнает о том, что на самом деле от него всю жизнь что-то скрывали, у него возникает вот это чувство предательства, чувство тому, что никому нельзя доверять, и у него вместо благодарности и любви к приемным родителям за то, что они столько сил вложили и внимания, у него возникает агрессия о том, что вы что-то сделали не так в моей жизни, вы от меня скрыли мою собственную жизнь, потому что каждый человек имеет право знать, кто он, и знать правду о себе. И только зная правду о себе, человек способен развиваться по-настоящему и что-то менять в своей жизни. Потому что, опять же таки, если мы что-то скрываем, если есть какая-то ситуация, на которую мы так и не смогли встать и посмотреть, то пока мы этого не сделаем, мы не сможем кардинально что-то менять в своей жизни, и в каждом случае мы все равно будем сталкиваться с теми или иными проблемами. Вот эта правдивость по отношению к самому себе, и особенно правдивость со стороны родителей по отношению к ребенку, она дает огромный ресурс. И если мы стараемся скрыть эту информацию от ребенка, то мы действительно в какой-то степени предаем его. Потому что обычно родители это делают, считая, что это во благо ребенку, но в основном причина лежит в том, что они боятся, что он вырастет и захочет найти своих настоящих родителей, да, что он променяет их на них, да, что у него родители были неплохими и плохими, ну, с их точки зрения, да, может быть, там, не очень социально стабильными, это будет травма для ребенка. Но большей травмы, чем узнать, что тебя обманывали, самые близкие люди, которых ты считал самыми близкими, быть не может. И действительно, даже узнавая, кто настоящие родители, обычно детки, которые знали то, что их усыновили, у них остаются самые теплые, самые благодарные отношения по отношению к тем людям, которые их воспитали. Четвертая вещь, которую нельзя скрывать от деток, это ссоры между папой и мамой. И я вам хочу сказать, безусловно, это не значит, что надо при ребенке решать и разворачивать весь спектр своих взаимоотношений. Дети не должны вникать во все подробности и во все эти нюансы. Но на самом деле ситуация, когда мама с папой ссорятся в другой комнате, потом выходят и улыбаются ребенку в лицо, а он спрашивает, что случилось, да, а родители делают вид, что ничего не произошло, но он слышал, что они кричали друг на друга или что-то не так происходило, она ужасна. Потому что, во-первых, у ребенка появляется чувство вины, как будто он в этом виноват, а во-вторых, вот этот страх неизвестности. А вдруг родители разведутся, а вдруг что-то такое очень страшное между ними происходит. И вот этот вот страх неизвестности, он очень пагубен для ребенка. Обычно такие детки потом очень сильно боятся конфликтов, и они не способны потом очень часто
нормальным путем выходить из конфликтных ситуаций. Если они видят, что кто-то начинает кричать или ругаться, они обычно начинают избегать всеми силами, даже в ущерб себе, таких ситуаций, потому что они так и не увидели, как это все разворачивается, что можно выйти из этого конфликта. Они так и не увидели какую-то взрослую позицию своих родителей в отношении тех или иных моментов. Но я хочу обратить внимание на то, что бывают крайности, когда родители не просто рассказывают о ссорах, а когда дети своего рода становятся арбитрами, когда мама начинает с папой делить, на чьей-то стороне, кто из нас больше прав, кто из нас больше виноват. И вот в этой ситуации нужно очень следить за собой, чтобы вы объяснили ребенку, что ты не переживай, ты, наверное, слышал, мы ссоримся, но ничего страшного, люди бывает так, что они ссорятся, ты знаешь, что несмотря ни на что, мы с папой любим друг друга, мы любим тебя, просто иногда возникают ситуации, в которых мы не можем до конца найти общий язык, и вот таким образом они решаются. Мы работаем над собой для того, чтобы таких ситуаций становилось все меньше и меньше, но мы люди, и так иногда в жизни происходит, потому что когда мама с папой за закрытыми дверьми это все выясняет, во-первых, их накал отношений больше становится, потому что каждый из них боится, что вдруг ребенок увидит, да, и шикает на другого больше, что только подкрепляет конфликт, да. А во-вторых, у детей возникает такое ощущение, да, что какой-то мнимой идеальности. Вот вроде родители, которые так себя ведут, но ему декларируют, что, но ему в свою очередь декламируют, что нельзя ни в коем случае ссориться, нельзя кричать, да, там, нельзя говорить плохих слов, нельзя там, и так далее и тому подобное. Поэтому нужно понимать, что то, что происходит в вашей семье, это уже есть константа. И самое лучшее, что вы можете сделать, это сказать своему ребенку о том, что ты ни в чем не виноват, мы тебя любим, не бойся, тут нет твоей вины, с тобой все хорошо, мы обязательно помиримся. И да, так бывает, мы тоже не всегда можем быть правы, но мы работаем над собой и надеемся, что в твоей жизни будет по-другому. Вот это именно та позиция открытости и честности, которая должна быть перед детьми, и не только в этой ситуации, во многих других. Там, если мы по ночам от него закрывая сидим сладкое, да, достаем там из холодильника кока-колу, когда он спит, а требуем от него, чтобы было все идеально. Потому что хотим или не хотим, дети возьмут от нас именно ту модель, как мы ведем себя по-настоящему, а не ту идеальную картинку, которую мы им показываем. И пятый момент, который нельзя скрывать от деток, это развод родителей и почему так произошло. Потому что очень многие семьи, я знаю, когда папа с мамой разводятся, особенно если это происходит в маленьком возрасте, особенно если ребенок не видел папу. И когда мама делает вид, что как будто папы и не было, да, и ребенок там спрашивает, где папа, она говорит, папа там, не знаю, там с ним что-то случилось, с ним что-то произошло, да, или вообще не говори мне об этом. Бывает мамы, которые очень гневно воспринимают эту информацию, потому что боль еще не улеглась. И у ребенка навсегда остается вот это впечатление, что как будто изгоя какого-то, да, как будто есть вот очень важный вроде член твоей семьи, о котором нельзя говорить, о котором нельзя ничего обсуждать, потому что вот мама очень зла, потому что это очень сильно расстраивает маму, и ты как будто это под запретом. И возникает вот такое внутреннее чувство, знаете, как не говори, не слушай, не думай, не чувствуй. И человек всю жизнь потом держит вот это ощущение скованности, запрета на чувства. Мало того, возникает такая модель поведения в семье, когда вот мама, ребенок, а третьего вроде как нету, непонятная ситуация. И во взрослой жизни могут это выливаться в то, что человек боится очень общаться с многим количеством людей. Он просто не терпит, когда есть кто-то, кроме двух. И для него трудно видеть счастье других, для него трудно видеть, когда у его партнера, у его друга, у его родителя появляется кто-то еще, потому что он боится, что в какой-то момент он тоже станет таким же изгоем, как он видел, вели себя по отношению к отцу, там, к маме, или, ну, вот обычно в таких ситуациях это папа или мама. Поэтому очень важно объяснить ребенку, что да, так вышло, но мы любили друг друга, и мы, безусловно, очень ждали тебя. И поэтому бывают такие в жизни ситуации. Но я уверена, что у тебя все будет хорошо. Мне тоже грустно, мне тоже больно, но мы с тобой вместе справимся. И я верю в то, что, несмотря ни на что, там, вот твой второй родитель был хорошим человеком, даже если не всегда. И в этой ситуации мне кажется, что, может быть, он не совсем был прав. Потому что очень часто
часто бывают моменты, когда один из родителей перекладывает полностью вот взаимоотношения со своей половинкой на ребенка. И говорится вот там не «я развелся» там, или «я развелась», а «нас бросили», да, «нас оставили одних» там, и так далее. И вот это вот обобщение, вот, ложная информация, когда другой родитель выплескивает свою боль на ребенка, она просто страшное, потому что во взрослой жизни у человека теряется доверие к противоположному полу, он считает, что его предали, что он недостаточно хорош. А предали — это что значит? Это значит, что во мне что-то не так, что со мной, если самый близкий человек, там папа или мама со мной так поступил, значит, со мной что-то не так. Значит, я недостаточно умен, недостаточно красив, значит, этот мир для меня не безопасен. И вот это те все чувства, которые формируются от такой позиции мамы или папы. Поэтому вот что мне хочется основное сказать. Пожалуйста, будьте честны по отношению к детям. Будьте для этого честны по отношению с самими собой. У нас у всех есть очень много болевых точек, у каждого взрослого человека, я в этом уверена. Но когда появляются дети, наша задача честно самими перед собой сказать, вот с чем я не справился, что для меня до сих пор больно, встать и посмотреть с позиции сильного взрослого на свою жизнь. И даже если вы с чем-то на данном этапе не справились, то всегда можно сказать, ты знаешь, вот такая ситуация есть, она для меня еще очень болезненна, но ты не переживай, к тебе это не имеет никакого отношения, ты ни в чем не виноват, я тебя люблю, и я, когда справлюсь, я обязательно с тобой поделюсь своими чувствами. И вот эта позиция, она будет бесценна, потому что в этой ситуации у ребенка не будет страха перед трудностями, у него не будет страха перед какими-то проблемами, он будет понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что в жизни бывают разные ситуации, к ним можно достойно относиться, что каждый может совершать ошибки, и самое главное, он будет понимать, что к чему ведут эти ошибки, какую боль они причиняют другим людям, какие последствия. И это намного больше формирует здоровый иммунитет в жизни человека, чем если мы всеми силами пытаемся от него что-то скрыть. Будьте счастливы, будьте сильными, помните, что стать хорошими родителями никогда не поздно, и я уверена, что наш канал вам поможет в этом.